Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Рада вас всех приветствовать. Сегодня я буду готовить знаменитое русское традиционное блюдо – щи. Но не просто щи, а сибирские щи. 500 грамм свиных ребрышек. Картошка. У меня одна большая картофелина. Здесь примерно 210 грамм. Одна луковица 100 грамм. Немного морковки 50 грамм. Лавровый лист 1 штука. И 2 веточки петрушки. Конечно, квашеная капуста 250 грамм. Обязательно нужно добавлять свежую морковку, но немного, так как в капусте уже есть морковь. Итак, начинаем. В кастрюлю складываем свиные ребрышки. Естественно, я их заранее помыла и просушила. 2 веточки петрушки. Картофель я разрезала пополам, половину отправляю к ребрам и петрушке в кастрюлю. Заливаем водой, чтобы все было равномерно покрыто. И ставим на сильный огонь. Как только у нас закипит, огонь убавляем на минимальный. И под закрытой крышкой будем кипятить до готовности мяса. Это примерно 40 минут, возможно час. Зависит от качества мяса. Пенка, которая образуется, снимаем. Заливаем все, забыла сказать, холодной водой. Щи получаются наваристыми и очень ароматными. Тем временем подготовим лук, мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, в сковороде в небольшом количестве растительного масла обжарим вместе лук и морковь до мягкости и прозрачности лука. После этого добавляем квашеную капусту, миллилитров бульона, накрываем крышкой и на медленном огне тушим 20 минут. За 20 минут до окончания добавляем лавровый лист, картошку вынимаем, остальное пусть еще покипит. Бульон у нас готов, ребрышки вынимаем, мясо должно быть получиться мягким, косточки сами отделяются от мякоти. Пусть остынет, и затем я его разделаю. Бульон обязательно надо процедить. Как бы мы ни снимали пенку, она все равно оседает и остается на дне кастрюли. Видите осадок на кастрюле? Нам он не нужен, нам нужен чистый бульон. Кости отделяем, мясо нарезаем на мелкие кусочки. Вот таким образом. Готовый картофель раздавливаем вилкой до пюреобразного состояния. Практически все готово. Оставшуюся половину картофеля я нарезала на мелкие брусочки. И теперь начинаем собирать наши ингредиенты. В бульон, который закипел,
Добавляем раздавленный картофель. Мясо. Сырой картофель, нарезанный брусочками. Ничего пока мы не солим. Доводим до кипения и под закрытой крышкой варим 10 минут. После этого добавляем нашу пережарку из лука, моркови и квашеной капусты. Теперь самое время поперчить и осторожно посолить. Будьте очень осторожны с солью. Я добавила примерно 5-7 грамм соли. Все хорошо перемешать, накрыть крышкой и на медленном огне варить еще 10 минут. Готовые наши щи. Добавляем укроп, петрушку и оставляем на 20-30 минут, чтобы настоялось. И наши сибирские щи готовы. С зеленым луком, со сметаной, с черным хлебушком. Это очень вкусно. Хлеб можно натереть корку чесноком. Аромат стоит не то что на всю кухню, на весь дом. Готовьте с любовью и удовольствием. Щи получаются наваристые, ароматные и очень сытные. Всем приятного аппетита и до новых встреч!